Вот случаи, где хочется сразу сказать: этот зуб надо удалять. Но не будем торопиться. Перед вами верхний левый первый маляр, зуб 26. Он подвижен во всех направлениях. Из-под десны выделяются гной и неприятный запах. Пародонтологическое лечение не помогло. Зонд проходит почти по всей поверхности корней и в область трифуркации, туда, где расходятся три корня. Смотрите исследование до лечения и подумайте, у этого зуба еще есть разумный шанс, или мы только откладываем удаление? 13 мая мы все-таки решили дать зубу шанс. Провели лечение с МТА, восстановили пломбой и временно зафиксировали. Но фиксация отломилась почти сразу. Почти все время зуб снова оставался подвижным, без стабильной поддержки. Поэтому дальше мы смотрим не на результат 2 месяцев нормальной фиксации, а на состояние после лечения, когда одно из главных условий почти сразу исчезло. И вот контроль через 2 месяца. Зуб по-прежнему подвижен. Сказать «зуб спасен» я не могу. Но и сделать вывод, что попытка была бессмысленной, уже рано. Стабильной фиксации почти не было. Для решения мне важны не только снимки. Нужно понять, удалось ли убрать гной и запах. Как меняются глубина зондирования и подвижность. Можно ли восстановить стабильную фиксацию и какую роль этот маляр должен выполнять в будущем протезировании. И заранее договориться, по каким признакам мы прекращаем сохраняющую попытку и переходим к удалению. Что бы вы сделали сейчас? Снова надежно зафиксировали зуб, взяли под контроль воспаление и дали еще время? Или удалили, оценили объем кости, при необходимости провели костную пластику и затем планировали имплантат? Коллеги, напишите ваш план и главный критерий смены тактики. Студенты, каких данных вам не хватает? Пациенты, что вы хотели бы услышать от врача перед таким решением?